Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 15 февраля, сегодня у нас с вами четверг. Обращаем ваше внимание, что сегодня достаточно великий день. Сегодня у нас с вами и великий праздник, друзья, Сретения Господня. И также в этот день обязательно, друзья, проведите одну очень простую, но в то же время уникальную практику. Откройте свой кошелек и скажите эти магические слова для того, чтобы привлечь деньги, изобилие, достаток и благополучие, друзья, в свою жизнь. Давайте далее все более подробно разбираться, что же нас сегодня с вами, друзья, ожидает в этот такой вот денежный, в то же время великий день. Итак, друзья, по лунному календарю у нас с вами сегодня растущая луна, в седьмые лунные сутки. Обращаем ваше внимание, растущая луна находится в знаке зодиака Телец. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день – это день, когда будет во всем у нас с вами баланс, практичность, но и в то же время каждый из нас будет заботиться о своих каких-то материальных аспектах жизни. И, что немаловажно, Тельцу присуще сегодня упорство, терпение и концентрация на конкретных целях. Поэтому, если у вас стоит задача что-то изменить в своей жизни в лучшую сторону, обязательно делайте это сегодня. Но помните, что на протяжении этой дороги, той цели или тех задач, которые вы поставили перед собой, вам понадобится обязательно терпение, упорство и мудрость, а также понимание и осознавание того, что вы хотите сделать и к чему вы хотите прийти. Ну а если вы на середине пути решите свернуть, потому что у вас что-то не получается, знайте, в таком случае у вас никогда ничего не получится. Очень важно идти до конца. Помните много различных притч, историй, где говорится о том, что человек сворачивает на середине пути, или ему остается сделать последний шаг, а он думает о том, что все, он неудачник, у него ничего не получилось. Поэтому, пожалуйста, никогда так не думайте. Вселенная, она всегда умеет нас удивлять, и при этом в тот момент, когда мы больше всего этого не ожидаем. Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня, насколько он вот этот день, насколько он созидательный, но в то же время есть в нем опасности и определенные вызовы. Они могут быть связаны с излишним упрямством, с чрезмерным консерватизмом или неспособностью к адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Вы сами видите, как обстоятельства в нашей жизни меняются. Даже не то чтобы в странах, да, а в каждой даже семье. Сегодня с утра это была одна в цели, были задачи, планы, а к вечеру это совсем другое. Поэтому это все сейчас нормально, поэтому умейте идти и двигаться дальше. Также очень важно, чтобы вы сегодня ориентировались на свои цели и были готовы к тому, чтобы применять свои какие-то усилия, ресурсы именно в рациональном и эффективном направлении. Обращаем на это ваше внимание. Также сегодня стоит избегать и слишком пассивного подхода к тем или иным жизненным ситуациям, потому что, к сожалению, Телец может сегодня иногда порождать, вот знаете, такую склонность к инерции. Поэтому мы с вами должны быть сегодня активными, действовать и стремиться только вперед. Что же касательно лунного календаря здоровья на этот день, 15 февраля, то обращаем ваше внимание, акцент сегодня должен быть сделан на заботе о своем физическом здоровье, особенно в отношении вашего здоровья и физической активности. Как вы знаете, Телец – это тот знак зодиака, которому присущи упорство и стабильность, поэтому этот день может быть благоприятным для начала или продолжения занятий спортом, или других физических упражнений. Это также может быть хорошим временем для начала здорового питания или других программ для улучшения образа вашей жизни. Но вы должны помнить о том, что Луна влияет и на эмоциональное состояние человека, а Телец может быть склонен к избыточной чувствительности и, соответственно, утомляемости. Поэтому важно следить за своим эмоциональным состоянием и обеспечивать сегодня достаточный отдых. Кто-то скажет о том, какой отдых. У меня сегодня рабочий день, девочки и мальчики.
Будьте, пожалуйста, внимательны, любите свое тело, уважайте его, оно у вас одно, и когда что-то начинает болеть в нашем теле, вы сами знаете, что ничего другого и не хочется, и не интересно. И поэтому сегодня постарайтесь вот в этот день, 15 февраля, уделить внимание своему здоровью, попробуйте включить физические упражнения, насколько это возможно. Если вам это даже тяжело, или вы считаете это не для вас, вы должны понимать и то, что человек, который хочет что-то изменить в своей жизни, он всегда это сможет сделать, потому что именно без физических упражнений, вы знаете, что наше тело в какой-то степени, чем старше мы становимся, оно как бы закисляется и становится как каким-то образом, знаете, как то бревно. Поэтому наша задача заниматься своим телом. Небольшие упражнения, не надо 1,5-2 часа или 3 часа, но хотя бы 10-15 минут, ну хотя бы 5 минут каждый день, самые простые упражнения. Конечно же, лучше всего заниматься спортом, прогулка по свежему воздуху, но у каждого свои, конечно же, обстоятельства. Также не забывайте про сегодня и про правильное питание. Конечно же, сложно сейчас питаться чисто экологическими продуктами, но все же нужно стремиться к этому, насколько это возможно в ваших обстоятельствах. Кроме того, старайтесь сегодня избегать излишнего напряжения, стресса, потому что сегодня это будет возникать не у всех, конечно же, людей, но те, кто не умеет абстрагироваться от негатива, к сожалению, будут принимать в этом участие, и нет, это не очень хорошо. Кроме того, постарайтесь уже в вечернее время отдохнуть, расслабиться, для того, чтобы был баланс в эмоциях, в эмоциональном равновесии. Ну, конечно же, не забывайте проявлять терпение и упорство в достижении своих тех или иных целей. Давайте теперь уделим внимание лунному календарю денег и посмотрим, что же нам сегодня этот день хочет рассказать. Итак, друзья, сегодняшний день должен быть сделан вот такой вот большой акцент на вашей финансовой стабильности, на материальной безопасности и практичности в финансовых делах. И как вы понимаете, Телец как знак зодиака, которому присущи черты терпения, упорства, практичности, может создавать сегодня благоприятные условия для рационального управления деньгами. Это может быть хорошее время для планирования сегодня бюджета, инвестирования в какие-то надежные стабильные активы, а также для осуществления каких-то практичных финансовых решений. Если у вас сегодня какая-то беда с деньгами, у вас что-то не получается, вы должны остановиться в первую очередь и не бежать, как белка в колесе. Нам очень многие пишут: ой, такое тяжелое время, а вы вот говорите нам практики проводить, и у меня ничего не поменялось. Вы знаете, очень много факторов, которые зависят от того, что вы делаете, как вы проводите, как вы говорите. Потому что если вы делаете практики лишь бы, потому что, ну, вот все делают и я делаю, но это не проходит. Вы должны быть с открытым сердцем, с чистыми помыслами. Кроме того, вы должны сами для себя понять и осознать, зачем вы берете, например, долги. Для чего? Потому что в какой-то степени у вас ваши долги, они каждый раз увеличиваются. И вы, как знаете, постоянно в эту яму падаете, опускаетесь, и ни к чему хорошему это, конечно же, не приводит в вашей жизни. Научитесь планировать, жить по средствам. Да, это, возможно, в какой-то степени очень сложно, особенно это касается тех людей, которые, знаете, вот, допустим, еще лет 7-10 назад достаточно хорошо жили, а сейчас ввиду определенных обстоятельств не могут себе позволить многие вещи и думают о том, что ой, я сейчас возьму в кредит, в долг одолжу, и все будет хорошо. Вы знаете, так не работает в жизни, потому что денежная энергия, она очень уникальна, она очень чувствительная. И как только вы делаете какие-то ошибки, сразу пропадает, исчезает баланс. Поэтому этого не должно быть в вашей жизни. Помните об этом. Поэтому старайтесь сегодня планированием заниматься, продумайте, как вы можете подзаработать деньги. Возможно, у вас сегодня появятся какие-то новые возможности. Смотрите на знаки, на подсказки. Сегодня могут быть звонки, сегодня могут быть определенные сообщения, которые действительно могут, знаете, как бы дать вам такую какую-то очень важную информацию, которая вам сможет помочь в жизни. Поэтому главное, чтобы вы сами не игнорировали. Очень многие люди почему-то считают, что они самые лучшие и никто им не нужен. Вы должны понимать и то, что вы творец и вы создатель своей жизни. Если вы хотите что-то, каких-то изменений, пробуйте, делать, и у вас обязательно все получится.
Теперь давайте уделим внимание карте Таро на этот день, 15 февраля, друзья. Выпала карта сегодня девятка мечей, которая нам говорит о том, что сегодняшний день он насыщенный. Также могут быть эмоциональная турбулентность и беспокойство. Поэтому сегодня, к сожалению, вот эта карта, знаете, нам дает такую очень важную подсказку, что сегодня могут быть у людей тревоги какие-то, страхи, беспокойство. И вы знаете, вот это внутреннее ощущение внутренней борьбы и конфликта у человека, если происходит, то есть если он не гармоничен, если у него что-то в жизни не получается, и он все везде винит, но только не пытается в себе разобраться, то он застревает вот этом, знаете, в этом кругу всяких тревог, беспокойств, всякого негатива, и знаете, вот как постоянно находится в своем болоте, постоянно возвращается в эти обиды, в какие-то негативные мысли. Это не должно быть. То есть нам карта это говорит о том, что сегодня люди могут сталкиваться со своими внутренними какими-то страхами, какими-то внутренними негативными эмоциями, состоянием. Поэтому вам нужно все-таки абстрагироваться от этого негатива, уходить от него, а также обращать внимание, кто в вашем окружении любит накручивать друг друга на негатив, потому что сегодня очень важно и то, что вот эта наша карта с вами говорит о том, что мы, девятка мечей, да, мы можем преодолеть любые препятствия и принять любые вызовы и выйти победителем. Наша задача просто стать более мудрее и немножечко терпеливее. Это иногда очень сложно, но вы должны понимать что вы должны осознать и понять, что вы человек в первую очередь, что вы творец своей жизни, своей судьбы, и у вас есть эмоции, у вас есть мысли, и ваша задача не давать им власти над собой. Поэтому очень важно, чтобы вы были в таком, знаете, в спокойном состоянии, в уравновешенном состоянии. Кроме того, если вам сложно что-то сегодня дается, или вы не знаете, обратитесь к тем людям, которые вам дадут какие-то советы, подсказки. Не бойтесь общаться. Почему многие люди, знаете, боятся признаться, что они допустили какую-то ошибку, что что-то не получилось, потому что у всех есть этот эгоизм, вот это эго, которое увеличивается, удваивается, и, соответственно, люди боятся в этом признаться. Не бойтесь признаваться, и тогда, вы знаете, вы откроете для себя мир, возможно, даже в новом каком-то виде. Теперь давайте уделим внимание совету от Архангела Михаила на 15 февраля. Что же он нам здесь, друзья, говорит? Вы знаете, очень важный совет, какой это то, что он нас призывает в этот день обратиться к глубинам своего сердца и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Он говорит нам о силе, которая пребывает в сердце у каждого человека, и о нашей способности преодолевать трудности и преодолевать препятствия, потому что каждый из нас это может с легкостью преодолеть и осуществить. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня в этот день не обращали внимания ни на какие страхи, ни какой негатив, который, возможно, будет проявляться в вашей жизни. Что самое интересное, это будут именно появляться такие вот люди в вашем окружении, которые будут всеми методами, способами пытаться вывести вас из равновесия, привести в вашу жизнь какой-то страх, какую-то боль. И ваша задача с такими людьми не идти на конфликт, не идти на контакт, потому что кроме негатива, злости, ненависти, ссоров, скандала, от них ничего другого у вас не получится. Кроме того, будьте сегодня смелыми, будьте сегодня решительными. Даже если вы чувствуете, что вам где-то сложно, где-то вам тяжело, помните о том, что вы сможете обязательно все преодолеть в своей жизни, потому что все то, что нам дается, и мы с вами с легкостью это можем осуществить и сделать. Помните об этом. И, друзья, хотим с вами поделиться практикой. Сегодня у нас с вами Сретение Господня, и в этот великий день вы можете провести особенную практику для увеличения притока денег.
Практика настолько сильная именно будет в этот день, 15 февраля, что после проведения этой практики даже деньги просто пойдут рекой. Обряд очень прост в исполнении, главное в нем, друзья, магические слова. И так сегодня в любое время, только, пожалуйста, будьте в хорошем расположении духа. Не думайте, знаете, вот это не должно быть авось, ну ладно, я это сделаю, посмотрим, как получится, да. А вот вы поверьте сами в то, что да, действительно это все работает, потому что слова это в первую очередь энергия, и как вы их произносите, то вы получаете в своей жизни. Итак, друзья, открываем кошелек. Помните, в вашем кошельке должны быть купюры, обязательно ваши купюры, не кредитные деньги, не деньги мужа, а именно ваши, заработанные вашим трудом. И далее скажите, открывайте кошелек и говорите: деньги, приглашаю вас в денежный дом, мой кошелек всегда полон денег и мои финансы процветают. Девочки и мальчики, эти слова обязательно напишите в комментариях. Еще раз, друзья, деньги приглашаю в свой денежный дом, мой кошелек всегда полон денег и мои финансы процветают. После этого закрывайте кошелек и желательно хотя бы час не пользоваться, не открывать кошелек. Это очень важно. Вот такой, друзья, у нас с вами день Сретения Господня. Такой вот у нас с вами денежный четверг. Друзья, обязательно прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии обязательно напишите эти слова практики. Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, помочь нам. Друзья, благодарность можно выразить по ссылке, которая указана в описании к этому видео. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ!